Водители такси Uber, расскажите о вашей самой впечатляющей пикантной истории. Привет, ребят, не забывайте с меня ролик, а с вас лайк и подписка. Ну и про коммент длиннее 4 слов не забывай. Всем приятного просмотра, а я начинаю. Как-то раз я подобрал очень высокую и немного мускулистую темнокожую девушку. У нее было с собой что-то вроде какой-то коробки или ящика. Она была одета достаточно открыто. Девушка садится в машину, и я говорю ей привет. Она отвечает мне довольно низким и глубоким голосом. Мы поехали, и она начала рассказывать мне, что едет делать макияж для одной своей подруги. Потом ей кто-то позвонил. Разговор начался довольно обычно, и я не особо обращал внимания. Как внезапно краем уха мне удалось услышать: «Детка, о чем ты беспокоишься? У меня отличный клитор». Ладно, что, происходит? Нет, Дерек очень милый, будет весело, я обещаю. Нет, малышка, он просто войдет через дверь. Да, я буду там, я буду снаружи одним из охранников, что будут раздеты до пояса. В любом случае он собирается пролезть в дом через дверь и сфокусироваться на тебе в кровати. Просто начни шалить с собой так, как не делала этого прежде. Да, через несколько минут после этого вы вызовете охрану, я захожу и мы занимаемся кексом. Да, я принесла стропон, он в коробке для макияжа. И конечно, это сумасшедшая история девушки, которая планировала сюжет фильма для взрослых во время поездки. Надеюсь, что кто-нибудь найдет это видео в недрах интернета. Думаю, она может делать макияж с помощью дилдо. У нас есть водитель, который рекламировал себя в каталоге Крейга, с которым всегда ездит его девушка. Она сидит на заднем сидении и занимается организацией особых поездок, так что вы всегда можете рассчитывать на помощь от нее во время дороги. Да, это именно то, о чем вы подумали. Примечание: каталог Крейга или Craigslist – это сайт электронных объявлений, пользующийся большой популярностью у американских пользователей интернета. Мой друг рассказал мне об одной интересной парочке, которую когда-то подвозил. Они были немного пьяны и говорили друг с другом о всяких глупостях, так что он не обращал особо внимания на них, иногда поглядывая назад через зеркало заднего вида и продолжая водить. Спустя какое-то время девушка притихла, поэтому он посмотрел в зеркало, чтобы проверить, но не увидел ее. Невинность моего друга заставила его подумать, что она просто утомилась и уснула. Он немного посмеялся над этим с тем пьяным парнем. Еще спустя время случилось нечто действительно интересное. Внезапно на их пути появился лежачий полицейский, и тот парень, которого подвозил мой друг, выкрикнул: «Вот дерьмо!». Я на пару секунд опешил. С задних сидений в то же время послышался какой-то странный булькающий звук, и запах выпивки плюс кислого заполнил всю машину. Так что да, эта девушка отсасывала у своего парня, по всей видимости. И внезапно появившийся лежачий полицейский заставил ее использовать технику глубокой глотки и радостно заблевать весь его автомобиль. А моему бедному другу все еще приходилось ездить на машине, благоухающей ароматами блевотины. Они оценили эту поездку на 5 звезд. На Reddit где-то была фотография этого случая, которую я опубликовал и удалил, но я не могу ее найти прямо сейчас. Эта история произошла не со мной, а с моим другом, который также работает таксистом в моем городе, как и я. Он подобрал пьяную одинокую девушку в субботу в 8 вечера. Она шла около 4 кварталов, но была так пьяна, что потеряла сознание, как только села. Буквально отрубилась. Он отвлекся, и спустя примерно 30 секунд она обделалась во сне. На той подбухнувшей леди были очень короткие шорты, и поэтому все это вылилось по обеим ее ногам. Поскольку она потеряла сознание, он в любом случае решил отвезти ее в отель с открытыми окнами, чтобы не блевануть. Когда они добираются, то она вроде бы приходит в себя. В процессе выхода она успевает измазать всю тачку результатами своей жизнедеятельности. Помечено было его заднее сиденье, спинка переднего сиденья, внутренняя и внешняя часть крыши и дверь. Она извиняется, бросает ему $20 и исчезает. Uber дал ему $250 на очистку машины. На следующий день мой друг получил электронное письмо от них, в которых она называла их всех злыми, потому что не понимала, из-за чего она должна была заплатить сбор за загрязнение, когда уже дала ему $20 для того, чтобы он почистил машину. На самом деле эта история не совсем пикантная история, но я все равно расскажу. Во второй день моей работы с Uber один из клиентов был под домашним арестом. Его звали Дэйв, он был очень классным парнем. Он хотел, чтобы я купил ему немного вина и покурить на заправке. Он даже доверил мне свою карту и пин-код от нее. Когда я вернулся с покупками к нему, то решаю просто покурить вместе. Все это превратилось в то, что мы занялись тай-чи на его заднем дворе в 2 часа ночи. Дэйв был действительно крутым чуваком. Надеюсь, что ему удалось изменить свою жизнь. Вот дерьмо, я никогда не думал об этом. Отличная идея, если вы больны или особо ленивы. Хотя я бы использовал наличные. Один и тот же друг, водитель, 3 случая за год. Парень был пьян, которого он подвозил, стянул свои штаны и начал фапать. Девушка решила, что она неимоверно счастлива и сняла свой верх, чтобы развлечь своего друга. Но он не был пьян настолько, чтобы поддержать ее веселье. Очевидно, он вышел из себя, потому что был почти трезв. Чел потерял сознание, будучи в стельку, так что мой друг решил проверить его пульс. Он был достаточно низким. Было решено отвезти этого парня в больницу. Там выяснилось, что у того чувака был передоз алкоголя и ксанокса. Мой друг спас ему жизнь.
Я подобрал одного чела. Он сказал, что мы едем в больницу, чтобы убрать что-то. По его движениям было очень ясно, что у него что-то застряло в заднице. Я спросил, нужна ли ему скорая помощь, но он сказал, что у него нет страховки, поэтому он не может ее себе позволить. После того, как я высадил его и помог ему сесть, я вернулся в машину и, оглянувшись, обнаружил на сиденье пятно крови. Мораль этой истории такова: если ты беден, то не устраивай в своей заднице пристанище для предметов, которые могут застрять. Никогда не ставьте светло-серую обивку в вашу новую машину. Я был в Санта-Ана, Калифорния, в поисках парня, которого должен был подобрать. Он жил в большом тупике с небольшим парком в центре. Это случилось поздно вечером, когда я пошел за ним. Так вот, однажды, когда все это случилось, я прохожу через этот тупик довольно медленно, так как не могу найти его дом. Пройдя один раз по всему району, мне не удалось найти его дом. Я решил сделать второй круг. Спустя время, как я прошел четверть моего пути, из парка выходят двое парней, один из них вытаскивает пистолет и грубо спрашивает: «Какого хрена ты делаешь в моем районе?» Я повел себя очень спокойно, стараясь не провоцировать, сказав ему, что я просто водитель Uber и не могу найти своего пассажира. Он говорит: «О, ты ищешь любое имя? Он наверху синего дома в тупике». Я поблагодарил его за помощь и отменил эту поездку. К черту это дерьмо. Мне очень нравится, что сначала этот чел размахивал пистолетом прямо перед твоим лицом, но как только ты объяснился, он весь такой: «О, он прямо там, извини за путаницу». Я не работаю с этими компаниями, но однажды я получил довольно странную оплату за поездку. Спойлер, мне не заплатили, но я стал свидетелем довольно интересной истории. Я подобрал парня и девушку в полдень субботы для короткой поездки, пара километров. Девушка оказалась наркотической леди и была под действием препаратов, будучи одетой достаточно открыто. В общем, было нетрудно догадаться, что они гуляли накануне вечером. Пока я был за рулем, я подхватил их разговор, который они даже не пытались скрыть. Было довольно ясно, что у парня была девушка, которая не была девушкой в машине, и что с этой наркотической леди он только что встретился. В общем, я понял, что в настоящий момент они направлялись к девушке того чела, чтобы объяснить, что произошло. Для ясности, он собирался привести ту девушку, с которой изменил своей, чтобы объяснить ей, что с той, которая ехала с нами, он только что поахался. Ну, зато я хотя бы получил от него хорошие чаевые. Не совсем пикантная, но определенно моя любимая история. Я подвозил парочку лет 30 в день Святого Патрика в этом году в 2 часа ночи. Они хотели проехать около 56 километров, с увеличением скорости в 6,3 раза больше. Я, если честно, хз, что тут имелось в виду, ну да ладно. Поэтому я собрался прокатить их по третьему самому дорогому тарифу, который я когда-либо предлагал. Отличный способ закончить ночь. Они пили явно так, как будто им было 20 с чем-то с самого начала дня. Жена на переднем сидении первые 5 минут или около того извинялась, совершенно смущенная своим уровнем опьянения, в то время как муж на заднем сиденье пытался стать моим новым лучшим другом. Еще примерно через 5 минут они задремали, и следующие минут 20 я ехал относительно спокойно. Когда мы подъехали к их подъездной дорожке, муж крепко спал, и у них было полдюйма мокрого снега на подъездной дорожке, поэтому сначала я проводил жену. По пути она перевернула содержимое сумочки в снег, но я был больше сосредоточен на том, чтобы благополучно доставить ее внутрь. Как только мы вошли, я помог ей пройти в ванную, а затем пошел в гараж за лопатой для снега. Я расчистил путь шириной чуть больше 1 метра, чтобы мне удалось затащить мужа в дом. Он довольно крупный парень, я хотел, чтобы все было нормально. И наконец мне удалось разбудить его. Я подставил ему плечо и затащил внутрь. Он умолял меня: «Пожалуйста, просто отведите меня к креслу, я не могу дойти до постели». Так что мы направились туда. Все это время жену тошнит силой небольшого водопада в ванной. Я выбежал на улицу и схватил содержимое ее сумочки, в которую входил ее телефон, на тот момент абсолютно промокший, и вернулся внутрь. Она умоляла меня закинуть телефон в рис, типа оживить его, так что я начал рыться в ее шкафах в поисках пакета риса. Во время раскопок я наткнулся на их лекарства и вытащил для них немного адвила, таблетки, помогающие от боли, аналог ибупрофен. Я попытался спасти ее телефон, дал им адвил и воду и сказал им взять еще утром, им это понадобится. Затем я запер дверь и вышел. В конце концов я провожал их более получаса, но плата за проезд была потрясающей. И этот день был моим вторым лучшим днем вождения, так что меня это особо не беспокоило. На следующий день они оставили мне 5-звездочный отзыв: «Хороший парень, лучшая поездка на свете». Вы бы сделали все возможное, если бы вам не платили в 6 раз больше обычной ставки. Надеюсь, Uber дал тебе какую-то гребаную медаль, ты ее заслужил. Поездка Uber 8 из 10, поездка Uber с рисом 10 из 10. Спасибо, что досмотрели ролик до самого конца. Не забывай ставить лайк, подписываться на канал и жать колокольчик. И нажми там все уведомления. Пиши любой комментарий длиннее 4 слов, чтобы помочь этому ролику продвинуться в рекомендациях. Я буду очень благодарен тебе. Ну и предлагаю посмотреть тебе вот эти 2 ролика. До скорых встреч!